Что общего между Карлом Бенцем, Рудольфом Дизелем, Николой Теслой и Илоном Маском? Каждый из них участвовал в перевороте автоиндустрии. 10 лет назад были автомобили, в которых можно было только переключать музыку. Зато под капотом стоял мотор на 700 лошадей. А потом пришел Илон Маск и первый стал инвестировать в пользовательский опыт. Все могут сделать так, чтобы автомобиль ехал. Кто сможет сделать так, чтобы он подстраивался под человека и приносил удовольствие не только за счет скорости? Такие автомобили уже существуют, но вот на каком топливе они будут ездить? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске «Пошло-поехало». Наш подкаст об IT в современном транспорте. Когда эти технологии появились, как они изменили жизнь человека и в каком будущем мы с ними будем жить. Слушаем мнение экспертов, не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история. Автомобиль появился благодаря работе множества независимых инженеров больше 100 лет назад. Все они работали параллельно и пытались разными путями решить примерно одни и те же задачи. Если говорить о двигателях, то глобальных проблем было две. Во-первых, сам двигатель. Недостаточно было создать устройство, которое просто сможет сдвинуть автомобиль с места. Нужен был легкий, компактный агрегат с высоким КПД. Паровые двигатели такими свойствами не обладали. Они были двигателями внешнего сгорания и теряли слишком много энергии впустую, что категорически не подходило для автомобилей. Решением стал двигатель внутреннего сгорания, сокращенно ДВС. Об этом мы уже коротко говорили в первом выпуске. Но мало было изобрести двигатель. Нужно было еще и подобрать к нему идеальное топливо. Вам кажется, что у современного автомобилиста много топливных альтернатив? Вам кажется. На чем же ездили машины, пока бензин всех не победил? Пар, газ, угольная пыль, водород, спирт, керосин, скипидар. Короче, люди совали в движки все, что горит. В итоге подавляющее большинство автомобилей ездит на нефтепродуктах. Двигатели внутреннего сгорания на жидком топливе оказались самыми компактными, легкими и производительными. Когда автоиндустрия только зарождалась, инженеры придумывали много разных технологий. Некоторые из них опередили свое время на десятилетия и больше. Например, электрические двигатели. Их придумали очень давно, а настоящий расцвет они получают только сейчас. Можно сказать, что большинство технологий современного автомобиля было изобретено до 1930-го. Впоследствии к ним возвращались, их дорабатывали. Из IT в те времена были телеграф и печатная машинка. После Второй мировой войны количество энтузиастов-изобретателей и автопроизводителей резко сократилось. Изменилась и сама философия автомобиля. Он перестал быть штучным товаром, который может позволить себе только человек с деньгами и свободным временем, да еще и увлеченной техникой. Теперь машина стала доступной и массовой. А еще на ней можно было заработать гораздо больше. Так наступила эра больших компаний, позже превратившихся в корпорации. Они и поглотили всех, кто хотел заниматься автомобилями. Мечтатели, двигающие прогресс, никуда не делись. Они только ушли из массового автомобилестроения в автоспорт и маленькие независимые компании, создающие для гигантов инженерные решения. Вы знаете, кто такой Михаэль Шумахер? Слышали когда-нибудь про Формулу-1? Наверняка да. Это одно из главных автомобильных соревнований в мире. Первая гонка формулы прошла в 1950-м. Больше 70 лет история этих гонок неразрывно связана с историей современного автомобиля. Ведь Формула-1 была и остается поставщиком новых идей и технологий для обычных машин. До 70-х массовые автомобили перенимали у гоночных автомобилей конструкторские решения, а также идеи использования новых материалов. Затем пришла очередь и компьютерных технологий. Но не только формула меняет обычные машины. Например, из гоночной серии Indy 500 пришла важнейшая система безопасности. Ее 101 год используют в каждом автомобиле. Она помогает вам предсказывать, что сейчас произойдет на дороге. Без нее вам сложно даже выехать с парковки. Уже догадались, что это? Зеркало заднего вида. В 1911 году пилот Рэй Харроун выиграл одну из гонок Indy 500 на автомобиле с зеркалом заднего вида. Ни у кого из участников гонки такого не было. Правда, зеркало очень вибрировало и давало плохой обзор.
но идея понравилась. С 1921 года зеркало начали ставить на серийные машины. Кстати, установить его предложил сам пилот. Причем сам рассказывал, что увидел зеркало заднего вида на лошадиной повозке и тоже решил попробовать. Только подумайте, каждый раз, когда вы смотрите в это зеркало, вы пользуетесь идеей безымянного конюха, жившего 100 лет назад. Еще примеры. Сотовый алюминий и углеродное волокно. Сначала эти материалы появились в гоночных автомобилях, а потом перешли и в серийные. Также гоночные серии дали множество электронных систем безопасности. Например, контроль тяги, благодаря которому машина не буксует. Или активная подвеска. Она подстраивается под тип дороги, по которой вы едете. С одной стороны, водитель и пассажиры наслаждаются комфортом. Никакой тряски даже на классических русских ухабах. А с другой, активная подвеска повышает безопасность движения. Именно благодаря спортивным автомобилям в обычных моделях есть спойлеры и антикрылья. Парни на девятке с мощным динамиком и спортивными обвесами точно чувствуют себя топовыми пилотами. Компьютерные технологии пришли в автоспорт в 1975 году. Тогда одна из гоночных команд Формулы-1 впервые установила в автомобиль компьютер, который записывал данные о машине во время движения. Такой сбор информации называется телеметрия. После заезда можно было подключить компьютер машины к компьютеру в гараже и посмотреть, как работали системы. Сейчас телеметрию команда видит в режиме реального времени, даже во время гонки. Спасибо быстрому интернету. Первая электроника в болидах формулы использовалась также для того, чтобы повышать надежность и улучшать работу двигателей. Сейчас так умеет мозг обычной серийной машины. Важной проблемой для гонщиков было и остается использование топлива. Перед гонкой в бак можно заправить определенное количество литров бензина. Это регламентировано правилами. Не дольешь или перельешь – штрафы или даже дисквалификация. Сейчас пилот всегда видит, сколько топлива осталось в баке. Соответственно, он может подстроить стиль вождения. Не гнать слишком сильно там, где это не обязательно. Ведь если топливо в баке кончится, машина попросту встанет. Важен каждый миллилитр. Уже в 1983 году инженеры начали устанавливать на машины электронную систему, которая контролировала подачу топлива и его воспламенение. Но пилоты по-прежнему не видели, сколько точно бензина находится в баке прямо сейчас. Наконец, в 1985-м случился прорыв. Команда Макларен поставила на машину легенды автоспорта Алена Проста электронику, которая показывала количество оставшегося топлива. И это помогло ему выиграть гонку. Гран-при Сан-Марино состоит из 60 кругов. В 1985-м гонщики должны были проехать их на 195 литрах топлива. В то время в болидах, то есть машинах Формулы-1, использовались супермощные турбодвигатели, которые сжирали бензин очень быстро. И особенно сложно пилотам приходилось как раз в Сан-Марино, потому что эта трасса состоит из множества поворотов. Приходится много тормозить и разгоняться, что увеличивает расход бензина. Первым в гонке уверенно шел Айртон Сенна, не менее легендарный гонщик, чем Прост. Но вот, на 56-м круге болид начинает чихать, а потом останавливается. Сенна так гнал, что бак высох. Вперед вырывается Стефан Юханссон. Он начал гонку 15-м и потратил много топлива на обгоны. В итоге за круг до финиша бак его Феррари тоже опустел. И Прост, который сначала не мог обогнать Сенну, а потом пропустил вперед Юханссона, пересек финишную черту первым. Спасибо умной электронике. В обзорах гонки журналисты писали, что трибуны освистали просто, ведь он имел техническое преимущество. Это же преимущество чуть было не обернулось провалом год спустя на автодроме Аделаиды. Индикатор топлива показывал красную отметку, но Прост ему не поверил и рискнул. Хотя ему могло просто-напросто не хватить бензина до финиша, он не стал экономить. Гонщик не стал сбавлять скорость и взял свой второй титул чемпиона мира. Ну а индикатор, как оказалось, ошибся. В 1990-х в формуле произошел настоящий взрыв компьютерных технологий. Электроникой были напичканы не только болиды, но и гаражи команд. Именно тогда появилась активная подвеска, а еще усилитель руля, усилители тормозов, помощь в плавном выходе из поворотов.
Все это выполнял бортовой компьютер гоночной машины. И вскоре такие возможности стали получать серийные автомобили. Благодаря IT автоспорт изменился. Компьютеры повлияли и на работу пилотов, и на производство машин. Процесс, который начался в 70-е, идет и сейчас. Время господства бензина и дизеля закончилось в 90-е. А точнее в 93-м году, когда в Европе ввели новые экологические нормы. Стандарт назвали Евро-1. 1 как первый шаг на пути к экологичному транспорту. До 93-го года в Европе действовали стандарты токсичности, которые не требовали от производителей никаких серьезных изменений. То есть можно было фактически ставить в автомобиле какие угодно мощные двигатели, не заботясь о том, как выхлопные газы влияют на окружающую среду. А стандарт Евро-1 требовал ограничить содержание вредных веществ в выхлопных газах, а также испарение топлива из систем автомобиля. Эти нормы здорово перетряхнули автоиндустрию. С годами требования только ужесточались, что в конечном итоге и привело к Дизельгейту. Подробно о нем мы говорили с экспертом в первом выпуске. Коротко говоря, Дизельгейт — это скандал вокруг аферы концерна Volkswagen с дизельными автомобилями. В 2015 году независимые исследователи выяснили, что выхлопные газы некоторых моделей Volkswagen не соответствуют экологическим стандартам. Оказалось, что Volkswagen устанавливает на дизельные автомобили такое программное обеспечение, которое во время экологических проверок занижает количество вредных газов в выхлопе в десятки раз. То есть, когда машину проверяют на стенде, все нормально, а когда она движется, то выхлоп становится очень грязным. Скандал привел не только к репутационным потерям для Volkswagen. Уровень выбросов всех машин стали проверять более тщательно. Стали вводить новые, еще более жесткие экологические стандарты. Были и забавные последствия. Например, в 2016 году концерну Volkswagen присудили Шнобелевскую премию с формулировкой «За решение проблемы токсичности автомобильных выхлопов в атмосфере путем автоматического включения очистки выхлопов при тестировании». Но самым глобальным следствием Дизельгейта стало внимание всей автоиндустрии к электродвигателям. Какие же сейчас есть доступные альтернативы бензину? Электрические литий-ионные батареи. Они дают энергию электродвигателю. А еще водород, газ и старый добрый дизель. Речь идет именно об альтернативах, но пока еще не о полноценной конкуренции. Почему? Двигатели на дизельном топливе уже с трудом проходят под экологические стандарты, и производители начинают от них отказываться. А чем дальше, тем более жесткими будут требования к выбросам. Кроме того, некоторые европейские страны начинают открыто заявлять об отказе от автомобилей на дизеле и бензине. В этой ситуации выручают гибридные технологии. Их использование прямо сейчас позволит дождаться такого развития производства электродвигателей, чтобы они не только по мощности, но и по цене соперничали с машинами с ДВС. Добрый день, меня зовут Макартичян Петрос, я SEO Сберавто. Есть очень много различных гибридных двигателей, да, сейчас уже там, в 2022 году. Но самые перспективные — это плагин гибридные двигатели, то есть это те, которые дают реальный эффект двух двигателей в автомобиле. То есть первое — это ДВС, да, который двигатель внутреннего сгорания. Но это, наверное, скорее всего, в большинстве случаев обычно бензиновый двигатель. Второй двигатель — это электрический. И тут получается вот такой реальный эффект гибрида, да, то есть когда у вас в машине есть и двигатель электронный, и есть двигатель ДВС обычно, да, бензиновый. Вот. Почему они называются плагин? Потому что их можно заряжать от розетки. Ну, то есть, по сути, у вас там на передней оси есть обычный там двигатель внутреннего сгорания, на задней оси электродвигатель, который можно переключать, то есть использовать то этот, то другой. И также они помогают друг другу в совместном использовании тоже. Если про плюсы этого всего, да, начать размышлять, то, естественно, это низкий расход, то, на что сейчас больше всего смотрят. То есть лирическое отступление, да, вот что считается сейчас уже там вершиной такого технического мастерства. Это когда ты можешь сделать там высокопроизводительный, эффективный двигатель для автомобиля, да, но с низким расходом топлива, да, вот все стремятся к там 6-7 литров на 100 километров, да, если раньше это было там 25-30 литров, то сейчас уже это все там в 3 раза меньше. Дальше это долговечные двигатели, то есть они могут долго служить, в отличие от обычных гибридных двигателей, которые еще ставили, я помню, на Lexus, там
LS 460, там, еще там лет 10 назад, они там часто бывало такое, что гибридная установка, она ломалась, она еще тоже стояла на задней оси, и такое бывало, что она ломалась, и ее часто нужно было там заменять. А тут более долговечный двигатель, потом, ну, естественно, экологичность, то, зачем сейчас все стремятся, да, и большой запас хода. То есть здесь у тебя тоже получается два двигателя, там бензиновый, гибридный, и запас хода достаточный. Касательно минусов, серия, то есть линейка данных автомобилей, она будет стоить дороже, чем свои одноклассники, это понятно. Где один двигатель, где два, где мощности больше. Потом высокая стоимость обслуживания, это тоже как бы понятно, потому что там достаточно еще дорогая технология, которую дорого обслуживать, скажем так, да. Ну и, естественно, там идут отдельные батареи, электродвигатель, который стоит, он как заряжается не от ходовой части, как раньше было, да, а сейчас он заряжается там от электробатареи, которая как раз-таки плагин, ты подключаешь зарядное устройство и заряжаешь. И, естественно, вот эта вся утилизация батареи, сейчас как бы очень большие споры идут, что как менее экологично утилизировать эти все батареи или выбросы СО2. Есть ли в сложившейся ситуации хоть какие-то перспективы у старых добрых двигателей внутреннего сгорания? Меня зовут Игорь Щелкунов, я работаю в Ситимобиле и отвечаю за соцсети водительского направления. Я бы раньше времени двигатели внутреннего сгорания не хоронил, этому есть пара веских причин и пара очень амбициозных проектов у мировых автопроизводителей. Во-первых, да, действительно, гибридные двигатели, они имеют гораздо больше потенциал, да, но при этом в них достаточно много разнообразной электрики, которая, пока тоже непонятно, насколько надежно. Хочется верить, что она действительно максимально надежна, и Power гибриды — это тоже наше будущее. Но, как показывает практика одной небольшой итальянской фирмы с огромной столетней историей под названием Maserati, можно, в принципе, даже в текущих реалиях сделать двигатель внутреннего сгорания, который пролезет в Евро-7. Я сейчас говорю об их последней разработке. Это двигатель, который носит название Netuna. Это их собственная разработка, потому что на этом важно сделать акцент, потому что раньше Maserati были известны тем, что они очень плотно дружили с Ferrari, использовали часто их двигатели. С 2020 года Maserati использует свой собственный двигатель, который называется Netuna. Это достаточно большой двигатель, это V6, но при этом они использовали ряд таких технологий. Я, к сожалению, сейчас не вспомню, что конкретно они использовали, но фишка в том, что это единственный на сегодня двигатель внутреннего сгорания такого объема и такой мощности, а мощность у него порядка 625 лошадиных сил, если я ничего не путаю, который пролезает как раз-таки в эти экологические стандарты. И это дает надежду на то, что еще не все потеряно с двигателями внутреннего сгорания, и, в принципе, при должных вливаниях в разработку двигателей может что-то случиться интересное. Но, опять же, кажется, двигатели внутреннего сгорания — это все-таки новый, скажем так, премиум. Это как часы очень дорогие, хронографы, да, там, я не знаю, Tag Heuer или Patek Philippe, вот что-то такое. То есть ты получаешь удовольствие от того, что это аналоговое. То есть вот как в свое время, допустим, когда только начали появляться цифровые дисплеи вместо приборных панелей, да, вот наших классических шкал там со стрелками, все тоже очень сильно бугуртили относительно того, что вот цифровизация, а как же вот наши вот эти вот олдскульные все приборы, как же мы теперь будем замерять по ним скорость? И кажется, что скоро двигатели внутреннего сгорания останутся вот как раз-таки в слое, когда их смогут себе позволить только очень хорошо зарабатывающие люди, да, которые могут себе позволить ездить там каждодневно на каком-то спорткаре. В подтверждение этих слов можно сказать о том, что вот совсем недавно кто-то из топ-менеджмента Porsche говорил о том, что они в самую последнюю очередь переведут свой самый известный спорткар 911 на электротягу. Кажется, это что-то значит. И опять же, тот же Maserati и Ferrari, которые все еще продолжают делать элитные спорткары, этому тоже косвенное подтверждение дают. Водород кажется многообещающим, но пока технологии, которые позволяли бы производить его дешево, много и без ущерба для экологии, развиты слабо. Дорого все – само топливо, доставка, инфраструктура. Хотя герой Жюля Верна и восклицал в «Таинственном острове», что вода – это уголь грядущих веков, водородные автомобили на дорогах – звери с красной книги. Уточню, что автомобиль на водороде – это тот же самый автомобиль с электродвигателем. Только энергию он получает не от литий-ионных батарей, а от водородных топливных ячеек. Как это происходит?
Водород в топливной ячейке преобразуется в электричество и подается в двигатель. И вместо токсичных выхлопов получаем воду. Водородные технологии вызывают диаметрально противоположные комментарии. Например, Илон Маск неоднократно называл топливные ячейки ошеломляюще тупой технологией и противопоставлял их электрическим аккумуляторам, на которые сделала ставку его компания. Противники водорода говорят, что во время преобразования газа в энергию потери настолько большие, что нет никакого смысла заморачиваться. Отдельный вопрос – безопасность водородных автомобилей. Ведь этот газ невидим, легко воспламеняется и не пахнет. То есть едешь за рулем, а потом бабах и до свидания. Что касается водородных двигателей, это очень такая как сомнительная технология, потому что вот я знаю, что Toyota пробовали что-то в этом направлении сделать и вообще двигаться, но японцы, они всегда были гарантом качества, такой долговечности, вот, и эти технологии еще не подтвердили свою долговечность, свою безопасность, вот, а японцы по этому поводу очень сильно переживают. И, насколько я помню, сейчас водородный двигатель, он находится только исключительно там в каких-то тестах, на него там есть большие надежды у инженеров, но как бы пока они полностью не оправдались. Ну, я думаю, что это одна из тех технологий, про которых сейчас думают. И именно то, что сейчас оправдывает себя, да, это электричество, дизель и бензин. А дальше все остальное это просто как подходы к снаряду. Интересно, что на водород активно переходят автопогрузчики. Электрические аккумуляторы в них быстро садятся и требуют долгой зарядки. Работать на топливе с выхлопом в помещениях, конечно, нельзя. Вот и получается, что техника на водороде – лучший вариант для складов. Walmart и Amazon уже оснащают свои центры водородными заправками и техникой. Совсем другая история – это двигатели на метане, биометане или пропан-бутане, то есть двигатели на газу. Для того, чтобы заправляться газом, покупать новую машину не обязательно. За вполне доступную цену можно переоборудовать бензиновый или дизельный автомобиль в газовый. И с точки зрения экологии такой выбор имеет смысл. Выхлопы газовых двигателей менее токсичны, чем бензиновые, в несколько раз. К сожалению, у отрасли беда с инфраструктурой. Газовые заправки сложно найти, а стоимость газа уже приближается к цене бензина. Многие страны планируют в ближайшие десятилетия полностью запретить выпуск автомобилей с хоть сколько-нибудь вредными выбросами. Это значит, что вкладывать огромные деньги в развитие газовой инфраструктуры нет смысла. Неудивительно, что люди выбирают автомобили с электрическими батареями. Агентство Bloomberg прогнозирует, что в 2025 году на дорогах будет 10 миллионов электромобилей, а в 2040 электрическими будет уже половина всех новых машин. Новые технологии, которые будут появляться дальше, они будут рассчитаны на электродвигатели и условно говоря, на батареи, на зарядное устройство, чтобы это быстрее заряжалось за минуту, скажем так, да. Вот, допустим, представьте такую историю, где, условно говоря, автомобиль может ехать на полной зарядке не 500 километров, а 1000, да. Это уже круто. То есть ты можешь 1000 километров ехать, человек за месяц наезжает 2000, 1500, да. То есть, по сути, ты полмесяца можешь не заряжать. Что хорошего в электродвигателе, что его очень легко запрограммировать. То есть, представьте такую историю, где человек покупает автомобиль, у которого 200 лошадей, а потом он хотел 3 месяца поездить на более крутом автомобиле. Это легко будет программироваться на то, что на 3 месяца повышается мощность этого автомобиля до 600-700 лошадей. Потом она опять лето прошло, потом она опять сбрасывается до 200-300. То есть это очень, очень круто меняется все. То есть новые технологии, они будут меняться в мозгах автомобиля. То есть в 30% случаев они будут рассчитаны на хардверную часть, то есть на двигатель и на все эти моменты. А в 70% это будет, естественно, апгрейд софтверной части. Когда речь заходит об электродвижках, первым в голову заслуженно приходит Илон Маск и его Тесла. Но не им единым движется прогресс. И тут самое время вернуться к автоспорту. Именно мечта выигрывать гонки, а еще гениальный инженерный ум и взорвавшийся движок стали причиной появления суперкаров с электрическими двигателями. Это история Матта Риммеца,
гениального инженера и нашего современника из Хорватии. Свой первый электрокар Римец фактически придумал и собрал с друзьями в гараже. Что-то знакомое, правда? Только надкушенного яблока не хватает. Кто такой Мате Римец? Прямо сейчас совладелец марки Bugatti из собственной компании Rimac Group. Забавно, как похоже появились Bugatti и Римец. Ettore Bugatti сконструировал свой первый автомобиль в 17 лет, а уже его вторая машина создала ему репутацию серьезного конструктора. Мате Римецу было 18, когда он превратил свой BMW E30 в электроавтомобиль, а через 3 года основал собственную компанию. И это, несмотря на мнение авторитетных людей, что создать успешную автомобильную компанию в Хорватии, не славившейся автопромом, невозможно. Что ж, первый полностью авторский электроавтомобиль Римец построил за 5 месяцев. В интервью Римец повторяет, что его кумир Никола Тесла. Кстати, тоже хорват. Когда Мате купил свой BMW и начал выступать в гонках, он столкнулся с фатальной проблемой. Двигатель взорвался после всего 2 заездов. Денег на новый и мощный не было. Поэтому вместо того, чтобы продолжать гонять на бензине, Римец переделал машину в электрокар. В интервью он рассказывает, что вспомнил тогда про своего кумира Теслу, и его осенило. Можно попробовать соревноваться на электродвигателе. Сверстники осыпали Мате насмешками, называя его BMW стиральной машинкой. После 7 итераций глобальных обновлений, когда все ключевые компоненты машины были заменены авторскими, Мате стал побеждать, привлекать внимание и устанавливать мировые рекорды скорости. Сейчас Rimac Group – одна из лучших в области электрических автомобилей. Инженеры под предводительством Римеца разрабатывают и строят суперкары. Они тестируют в них новые технологии для продажи другим автопроизводителям. Rimac Group делает не только очень быстрые автомобили с электрическими двигателями, но и всерьез занимается беспилотными технологиями. А еще они стараются, чтобы владелец их автомобиля получал максимум удовольствия. Например, уже второй суперкар Римеца открывался и заводился по распознаванию лица. Мы к такой фишке еще в телефонах-то не привыкли, а тут машина. А еще она была настолько умна и автономна, что могла проехать идеальный круг на гоночном треке полностью на автопилоте. Впечатляет? И все это чисто на электрической тяге. Да, сейчас машины Римеца для избранных, но очевидно, что скоро эти технологии доберутся и до серийных автомобилей. А ведь 10 лет назад никто даже не шутил о том, что электродвигатели будут вовсю конкурировать с бензиновыми и дизельными. Какие же изменения ждут нас в самое ближайшее время? И можно ли сейчас представить, какими будут автомобили через 10-15 лет? Это по-любому будут очень яркие изменения, потому что если мы посмотрим на последние, я даже не говорю 10 лет, давайте посмотрим на последние 3-4 года, да, то есть что случилось? Tesla перешла на высокопроизводительный, суперкрутой электродвигатель, точнее 4 электродвигателя на разных осях, да, то есть зарядное устройство постоянно улучшается у Tesla, постоянно улучшается, эффективность батареи, да. Дальше за ним пошел Mercedes, то есть сейчас вышла линейка моделей EQ, и вот эта линейка моделей EQ, она себя ведет совершенно по-разному. Это даже не те технологии, которые использует Tesla. Это слегка другие технологии. Дальше BMW за ними пойдет. Дальше VAG и Lamborghini, как я сказал, за ними пойдет. Toyota подтянется. То есть каждая новая марка, она будет вносить что-то свое. Интенсивность этого роста, она будет аккумулироваться в ближайших 5-7 лет. То есть в ближайшие 5-7 лет мы увидим очень много технологий в электромобилях, в электродвигателях. Просто тупо потому, что разные марки, не глядя друг на друга, будут работать над одним и тем же, то есть над увеличением эффективности. Причем, это самые крутые автопроизводители в мире, да, условно говоря, Toyota, VAG, то есть Volkswagen, Audi Group, да, Tesla, Mercedes, BMW, то есть они все, эти все гиганты, они будут инвестировать в то, чтобы производить очень крутые электродвигатели, производить очень крутые автомобили, которые с искусством IT и все такое.
Это то же самое, что, условно говоря, 10 лет назад мы бы с вами разговаривали, не 10, наверное, 15 лет назад, мы бы с вами разговаривали, у вас был бы телефон Siemens M35, который вы купили за, если с учетом инфляции перевести на текущие деньги, это 35-40 тысяч рублей, потому что тогда телефон стоил сколько 3-5 тысяч рублей, это 15 лет назад, а сейчас примерно как раз-таки 35-40. Я бы сел в машину времени, переместился бы на 15 лет назад, разговаривал бы с вами, вы бы спросили, а вот что вы покупаете через 15 лет, когда финансов не так много? Я бы вам сказал какой-нибудь поддержанный iPhone, 10, 11, в котором я бы начал перечислять функции, наверное, у вас бы голова взорвалась. Или новые, какой-нибудь Samsung, или новые какой-нибудь Xiaomi, в котором тоже функциональности достаточно много. И если переводить это на рынок автомобилей, то примерно будет все так же, как и с телефонами, по одной простой причине, потому что конкуренция в автомобильном рынке, она больше, чем на других рынках. То есть конкуренция на автомобильном рынке достаточно высока, чтобы занижать стоимость этого всего дела. То есть низкую стоимость драйвит предложение и конкуренция. Когда, условно говоря, Tesla сейчас уже предлагает свою Model 3 за 3 миллиона рублей, 3,5 миллиона рублей, такого уровня, в котором в течение 2-3 лет будет еще и автопилот, ни один производитель по типу Renault, Nissan и Toyota не выдержит конкуренции, если они не предложат что-то за 1,5 миллиона рублей, за 1,5 миллиона. Примерно такого же уровня, просто будет ездить не 700 километров на полной батарее, а 400, допустим. То есть это по-любому будет высокоэффективные в плане двигателя модели, это по-любому будут модели с более худшей, но крутой тоже зарядкой, и по-любому будет очень крутая айтишная часть. То есть это прям must have. Продолжим исследовать IT в транспорте темой беспилотников уже через неделю. Это был 3-й выпуск подкаста «Пошло-поехало», созданный студией Talk совместно с Citymobil. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем рады вашим комментариям и оценкам. До встречи в следующем выпуске «Пошло-поехало».